Привет! Когда-то здесь, в Иудейских горах, был великолепный оазис. Но 2 месяца назад здесь произошла катастрофа. Этот райский уголок был буквально уничтожен водным потоком, сошедшим с гор. И сегодня мы хотим посмотреть, что удалось восстановить за 2 месяца. Туалет закрыт. Вы знаете, во время того потопа там снесло буквально все. Предполагаю, что проблема не поставить унитазы на место или новые унитазы. Проблема канализация. Наверняка ее забило камнями и песком так, что это требует огромных вложений, чтобы все это расчистить. Но поставили новые туалеты, нужно сказать, довольно приличные. Вы знаете, сразу обращать внимание то, что полно нубийских козлов. Обычно их было меньше. Сейчас это просто потрясающе. Их очень много. Совсем не боятся. Ой, смотрите, смотрите. Детеныш пьет мамкино молоко. Йо! Такой я вижу первый раз. Вот представляете, огромный поток воды, несущий камни, грязь, на огромной скорости мчится и сметает все на своем пути. Трудно представить себе, что 2 месяца назад здесь была просто настоящая катастрофа. Сейчас все выглядит как обычно. Чистенько, дорожки, ухоженные деревья. Ну, для нубийских козлов здесь сейчас, конечно, раздолье. Обычно здесь полно людей, которые хотят насладиться вот этим великолепным оазисом. Поэтому козлы как-то немножечко осторожничают и немножко прячутся. Сейчас людей мало, и для козлов здесь просто раздолье. Я уже слышу шум воды, но то, что я хотела показать, что здесь, в этом русле, следы тракторов, наверное, или каких-то машин, которые расчищали это русло. Ну и вот техника, которая проделала здесь всю эту работу. И работы у нее еще предостаточно.
Ну что, доступ есть только вот к этой заводе, этому водопаду. Это первый водопад, и он единственный, который открыт для посещения. Красота, просто красота. Полгода назад, когда мы были здесь, вот этот бассейн, это была просто какая-то маленькая лужа. Сейчас здесь полно воды, она довольно глубокая. Ну, по пояс, конечно, не скажу, но я видела, что люди здесь заходили, и было по бедро, что довольно-таки приятно. Вот расчищенные ступеньки. Обычно мы останавливались у второго водопада. Ну вот. И на этом все. Но мы, конечно, будем немы, если мы немножечко не пройдем. Правда, Олег? Вы представляете, вот это все, оно немножко расчищено, но не до конца. Ну вот, мне уже кричат, не подниматься, запрещено, иди нафиг обратно. Ну, я и пошла обратно. Я надеюсь, что через полгода это райское место восстановят. И мы снова сможем насладиться этим местом, его водопадами, его живительной водой.